Приветствую всех на моем канале Петелки из Амстердама. Все о вязании для начинающих и опытных рукодельниц. Продолжаем работу над нашим кардиганом. Значит, в этой части я подробно остановлюсь на том, как вязать рукава. Да? Мы будем набирать петли, вот, вязать сверху вниз. Покажу, как мы будем делать спуски по рукавам. Потом расскажу, как вязать карманы, капюшон. И также очень подробно остановимся на том, как мы будем вшивать молнию. Так что давайте будем работать. Вот один рукав я уже связала. Посмотрите, что у меня получилось. Да, вот такой вот рукавчик красивый. Вот здесь спуски по середине рукава. Да, вот они симметрично идут. То есть не спуски, да, спуски. Вот у меня симметрично идут мои спуски. Значит, что я хочу сказать? Я вязала рукав тоже поворотным вязанием. Значит, в принципе, рукав можно было вязать и по кругу, да. Но я повторюсь, я уже об этом говорила, что мне кажется, если изделие вяжется поворотным изделием, вязанием, то и рукав надо вязать поворотным вязанием. А то, как бы вы ни старались, все равно будет видна разница. Но если кого-то это не смущает, вы можете вязать рукав по кругу, и тогда вам не придется здесь вот делать шов. Я шов сделала, и в принципе вот его и не видно, да, так что если вы не знаете, что здесь шов есть, вы его не найдете. Но это на ваше усмотрение. Итак, теперь мы переходим к самому рукаву. Вот я беру вторую пройму. Я повесила маркер по серединке. Значит, я здесь сделала на подрезы одну петельку, я добавляла, как я вам сказала. В большом изделии я добавляла 5 петель, но тем не менее всегда есть средняя петелька, да. Значит, я не знаю, не буду сейчас вас нагружать цифрами, да, сколько у вас где было, это вы сами, значит, знаете. Что мы для этого делаем? Мы берем, вот так, поворачиваем как бы по лицу наш рукав. Я беру спицы, те же спицы, которые мы вязали. Беру свою ниточку, и мы начинаем снизу, вот от этого маркера посерединке. Я беру, и здесь вот в изнаночной петле я вытаскиваю. Кому неудобно спицами, может попробовать делать это крючком, но я не хочу. Вот я вытащила одну петельку, первая, и начинаю считать. Дальше у меня вот здесь как бы в лицевую 2, здесь вот еще не пришел кромочный, да, я вот здесь еще в серединке еще одну сделаю, 3, и дальше мы идем по кромочным петлям. Вот кромочная петля 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И так мы набираем 11. Вот по кругу всю нашу пройму набираем по кругу и доходим до этого маркера. Значит, если у вас первый рукав, то вы просто считаете петли. Так как у меня второй рукав, я уже знаю, сколько у меня должно быть количество петель. У меня это 58, и количество петель должно быть четным. Значит, я сейчас буду набирать, чтобы у меня было тоже количество петель 58. Значит, если одна петля как бы вас не хватает, можно вот в эту же изнаночную набрать еще раз, да, вот посерединке еще одну набрать петлю, потому что у нас все равно вот эти две петельки по краям, они будут у нас кромочными. Вот. Почему надо четное количество петель? Потому что я буду вязать поворотным вязанием. Тот, кто будет вязать по кругу, набирайте нечетное количество петель и будете вязать просто по кругу. А четное, потому что когда я здесь вот буду сшивать этот шов, да, мне надо, чтобы с одной стороны у меня была лицевая, кончалась, и кромочная, а с другой стороны у меня изнаночная и кромочная. И вот обе кромочные уходят в шов, а остается лицевая и следующая опять изнаночная. И тогда вот этого шва не будет видно. Значит, если вы вяжете так же, как я, поворотным вязанием, то набирайте четное количество петель. Сейчас я наберу свои 58 петель, и мы продолжим. Вот я набрала свои 58 петель, и теперь мы вяжем в обратном направлении уже по изнаночной стороне.
Значит, эту спицу я вытяну, и способом Magic Loop мы будем вязать. Первая, это у меня кромочная, я ее пока сниму, да. Дальше я продолжаю вязать, набираю лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Я вяжу первый ряд по изнанке просто резинкой 1 на 1. И если я здесь начинала после кромочной, у меня лицевая, значит в конце ряда у меня перед кромочной должна быть изнаночная. Значит, у вас то же самое, если вы будете вязать таким же способом. Значит, давайте довяжем вот этот первый ряд по изнанке опять до нашего маркера. Ну вот смотрите, первый ряд свой я провязала. Вы не бойтесь, что если вы правильно просчитали длину, высоту вашей проймы, да, вот этих количества петель всегда хватает для рукава. Поэтому я надеюсь, что у вас тоже все получится. Я даже не считаю, сколько у меня получается. Я уверена, что все получится хорошо. Теперь дальше. Если вы помните, значит, я у себя здесь на рукавах добавляла 4 петли на пройму. Ну, и спереди и сзади 4 петли. Значит, на большом изделии я добавляла 8 петель. Я не знаю, сколько у вас. У вас могло быть и 6, и 8, и 10, смотря ваша плотность. Поэтому я опять повторюсь, я свои цифры не нагружаю. Вы вспоминаете, сколько раз вы здесь добавляли, сколько петель вы здесь добавили. Значит, если я добавила 4 петли, значит, мне надо будет, значит, 4 участка. Я подготавливаю 3 маркера на одной стороне и 3 маркера с другой стороны. Я отберу с этой стороны и смотрю, вот кромочную я не считаю. Потом мне лицевая, изнаночная, я вешу 1 маркер. Опять лицевая, изнаночная, еще 1 маркер. И лицевая, изнаночная, вешаю 3-й маркер. И вот эти маркеры мы здесь будем делать, вот эти, значит, 1, 2, 3 и 4, последний, как бы 4 разворота. Каждый раз добавляю по 2 петли. Я вам сейчас покажу, как это делается. Значит, если у вас было 8 добавлен петель, вы вешаете 7 маркеров. Тоже через 2 петли, значит, начиная, чтобы здесь была лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Если у вас в начале ряда получилась изнаночная, вы ее как бы не считаете, опять начинаете считать лицевая, изнаночная, и так вешаете маркеры. И в конце ряда то же самое, да, вот я смотрю, вот как раз это тот случай. Вот у меня кромочная и изнаночная. Я ее не считаю, теперь считаю лицевая, изнаночная, вешаю 1 маркер. Опять лицевая, изнаночная, вешаю 2 маркер. И лицевая, изнаночная, вешаю еще 1 маркер. И сейчас мы должны связать с вами. Это получится у нас, мне кажется, 8 рядов получится, да, если правильно посчитаю. Ну, неважно, вы будете, сейчас поймете принцип, да. Вот мы сейчас начинаем вязать. Это уже у нас, ну, считайте, пусть это будет первый ряд. То, что мы подготовились, мы не считаем, мы начинаем сейчас первый ряд, да. И мы начинаем вязать уже первый ряд рисунком. Кромочную мы снимаем. И дальше я вяжу лицевая, изнаночную я снимаю. Переношу маркер, лицевая, изнаночную снимаю. Переношу маркер, лицевая, изнаночная снимаю. И дальше опять вяжу. Значит, в начале ряда мы разворот будем делать в обратном направлении. А в этом ряду, в лицевом, мы сделаем разворот вот в конце, да? Поэтому сейчас мы довязываем с вами вот этот, условно, наш первый ряд до... Ну, хотите, как считать? Если отсюда считать 1, 2, 3, до 3-го маркера. То есть до 1-го маркера, который нам попадется по пути. Но не забывайте соблюдать рисунок. Мы же начинаем вязать нашу полупатентную резинку, то есть лицевую, а изнаночную мы снимаем с накидом. Так, подтягиваю спицы, так как я буду вязать поворотным вязанием. Так, вытаскиваю и продолжаем. Мне здесь опять лицевая, изнаночную снимаю, лицевая снимаю, лицевая. Вот видите, маркер, и перед маркером у меня лицевая. Вот мы будем разворачиваться в лицевых петлях в лицевом ряду. Я ввожу спицу. Вот видите, маркер, и перед ним лицевая петля. Я ввожу спицу, петельку на ряд ниже в лицевую, вывязываю ее лицевой,
и одеваю петлю назад. Теперь мы можем развернуться, но для этого надо снять маркер. Чтобы его снять, я просто эти петельки перенесла и теперь их возвращаю назад. Теперь мы разворачиваемся и вяжем уже по изнанке опять до первого маркера. Это уже у нас второй ряд. И по рисунку вот лицевую с накидом вместе, изнаночную просто. Это значит у нас второй изнаночный ряд. Так, проходим дальше. Я перетягиваю спицу и продолжаю вязать с изнаночной стороны. Здесь у меня лицевая, изнаночная, изнанка, лицевая, изнаночная, изнанка. Так, мы подходим к первому маркеру, который у нас на нашем пути. Мы сейчас в изнаночном ряду. В изнаночном ряду мы будем разворачиваться по изнаночной петле, потому что у нас перед маркером, видите, изнаночная петля. Я ввожу спицу на ряд ниже, провязываю ее изнаночной, переснимаю на правую спицу, просто чтобы убрать маркер, возвращаю вот эти две петли, то есть двойную петлю назад, и мы можем развернуться. Все, мы связали с вами 2 ряда. Так, нам надо сделать сейчас еще раз. Сейчас я в ту сторону до первого маркера. Раз. По изнанке этот маркер идет 2. 5 по лицу уйдет 3-й маркер. По изнанке уйдет 4-й маркер. И вот давайте мы сейчас свяжем вот эти 6 рядов, пока мы уберем последний маркер, да? Значит, еще раз у нас лицевой ряд изнаночный, лицевой ряд и изнаночный. Еще я забыла вам сказать, вот я подошла, ну, лицевой ряд, вяжу до следующего маркера, и здесь у меня встретилась вот эта двойная петля, где мы разворачивались. Вот ее провязывайте как одну петлю, вот эти сдвоенную провязывайте просто как одну. Не пугайтесь, да? И вот я опять подошла к лицевой петле перед маркером, опять на ряд ниже ввожу петельку, убираю маркер и могу развернуться. И продолжаю уже по изнанке, да? Ну, вы поняли, я просто хотела сказать вам насчет этой двойной петли, потому что сейчас здесь она тоже у вас встретится, не пугайтесь, вы вяжите ее как одинарную. Ну, вот смотрите, по изнанке я теперь дохожу до последнего маркера, последний мой разворот. Все, одеваю петлю назад и разворачиваюсь. Маркер убираю. Все, мы сделали с вами все наши развороты. И теперь мы будем по лицу продолжать ряд вязать уже до конца, до розового маркера. И здесь кромочную вывязывать изнаночным бабушкиным способом. И сейчас мы с вами давайте провяжем еще 6 рядов. Вот начиная отсюда, значит, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Провяжем сейчас 6 рядов и потом с вами опять встретимся. Ну вот я провязала эти 6 рядов, как мы договаривались с вами. И, во-первых, зачем я сейчас вязала 6 рядов? Потому что сейчас мы начнем рукав немножко сокращать петли, чтобы рукав сужался к низу, да. И я не хотела это делать прямо от проймы, да. Немножечко отступив, вот эти 6 рядов, немножко отступив, мы будем сейчас начинать с сокращения петель, чтобы сужался наш рукав. На большой модели вы можете тоже провязать те же 6 рядов или 8 рядов. Ну, не так важно это, да? Ну, немножко отступите от проймы. Теперь второе. Зачем мы делали вот эти поворотные ряды? Вот посмотрите, у нас вырисовался немножко как бы окат рукава, да? Здесь он получился пошире, а здесь он немножко поуже. И вот, чтобы не сразу вот прямой трубой вязать, у нас вот как бы форма рукава получается, да? Это для того, чтобы рукав лучше сидел. Вот видите, вот в готовом виде вот такой вот красивый рукавчик у нас получился. Так, теперь дальше. Значит, как я сказала, нам надо будет сужать наш рукав, чтобы довести его до манжета. И теперь вот несколько
расчетов, ну, при вязании они необходимы. Я постараюсь немножко попроще, как можно проще давать, но тем не менее это надо сделать, и тогда очень легко будет вязать дальше рукав. Значит, берем, нам нужен размер от горловинки, вот здесь вот, да, конец плеча, по всему рукаву, включая плечо, весь рукав и включая манжет. Вот этот размер. У меня он на маленькую деталь, то есть на маленькое худи, у меня это 40 сантиметров. Значит, я повторюсь, я вяжу на ребенка 3 годика. В большом худи, который я связала уже на размер 48-50, у меня вот эта мерка было 62-63 сантиметра, тоже вместе с манжетом. И вот этот размер, как ни странно, он почти совпадает с размером вашего изделия также от плеча до конца по спинке. Значит, у меня здесь вот этот был 39 на маленьком, а вот рукав 40. На большом у меня было, по-моему, 65, а здесь 62-63. Ну, в принципе, чтобы вы могли понимать, что вы взяли правильный размер. Дальше. Вот мы рисуем вот этот наш рукав. Ну, это схематично, конечно. Я рисую свой рукав. И уже по готовому изделию вы померьте, сколько вы уже провязали. То есть вы берете вот отсюда и вот сколько мы уже провязали. Вот до сюда. И отмечаете этот размер на схеме. У меня это 12 сантиметров. Значит, 12 сантиметров я уже провязала. Следующий размер — это длина вашего манжета. У меня это 4 сантиметра я буду вязать. Причем потом в конце, если вдруг у вас получается немножко коротковат рукав, вы всегда можете скорректировать за счет манжета, провязать его длиннее. Вот. Но будем надеяться, что у нас все будет правильно. Значит, я считаю. Вот у меня вся длина рукава 40. 16 сантиметров, это сюда входит 4 манжет плюс 12, то, что я рассвязала, значит 16 я уже, у меня как бы уже будет, да. И вот этот кусочек у меня, который без верха и без манжета, 24 сантиметра. Вот на протяжении вот этих 24 сантиметров я буду сужать мой рукав. Теперь следующий размер, расчет. Вы записываете, сколько у вас сейчас на спицах петель. Вот у меня 58 петель. Второе, сколько вам нужно петель вот здесь по низу. Вы можете рассчитать это количество, беря для работы свою резинку. Вот мы провязали внизу же резинку 1 на 1. Вы берете свой манжет, который вы хотите внизу, условно для ребенка. Вот я взяла, это у меня 14-13 сантиметров. И посчитала 13 сантиметров, сколько петель. Вот надо вот так вот растяните резиночку и посчитайте по плотности, сколько вам надо набрать петель, именно чтобы вот манжет хорошо у вас сидел. Так, у меня это 34 петли. И того, значит, сверху у нас 58 петель. Внизу у нас должно быть до манжета 34 петли. Значит, всего мне получается сократить надо 24 петли. Я буду сокращать вот с двух сторон, естественно, симметрично, по 2 петли. То есть минус 2 и минус 2. Значит, за один раз я буду сокращать 4 петли. Значит, чтобы сократить 24 петли на 4, мне надо сделать 6 сокращений. Значит, эти сокращения я не буду делать сразу же в первом ряду и не хочу делать сразу в последнем ряду. Значит, я делю вот этот мой участочек. Я буду делать раз сокращение, 2, 3, 4, 5, 6 сокращений. И у меня, значит, получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 участков.
Вот эти 24 сантиметра, которые надо провязать, мы делим на 7 участков, чтобы знать, сколько сантиметров в каждом участке. Значит, 24 я делю на 7, у меня получается 3,5 сантиметра. Я пыталась вычислить через плотность, это примерно 14 рядов, но можно делать по-другому. Мы начинаем с вами вязать. Вот я составила себе табличку. Вот я вяжу, у меня будет 7 участков. Значит, в первый участок я провязываю, не сокращая, буду сокращать, начиная второй участок сразу в первом ряду. Потом здесь я сокращу 6 раз. Чтобы узнать, сколько вот этот участок у меня будет, мне сейчас надо провязать 3,5 сантиметра. И вот я начинаю вязать вот как у нас сейчас есть на спицах петельки, я начинаю вязать. Я повешу маркер в начале. Так, в начало ряда. Вот я повешу маркер. Начну вязать и записывать ряды. Первый ряд связала, зачеркнула. Второй ряд связала, зачеркнула. И так я буду вязать и постепенно измерять. И вот я вязала, и у меня получилось, что 3,5 сантиметра это у меня 12 рядов. Не 14, как я предполагала, а 12. Значит, я вот это лишнее убираю, и у меня получается, что каждый мой участок 12 рядов. Значит, что мы сейчас делаем? Ну, во-первых, вы тоже все это рассчитайте. И теперь мы с вами, я провяжу 12 рядов. Ну вот смотрите, я провязала первые 12 рядов после моего маркера, там где мы повесили маркер. И вот у меня это как раз мои 3,5 сантиметра, да? Значит, что мы делаем дальше? Вот эту табличку, ну, я показывала, я ее для первого рукава делала, а когда второй рукав, я просто, ну, как бы вырисовываю вот эти, убираю то, что я уже провязала. Теперь мне надо вязать второй мой участок, и в начале второго участка из 12 рядов я буду делать сокращения. Значит, как мы будем делать эти сокращения? Значит, опять мне понадобится 2 маркера, и в начале ряда, вот у меня, смотрите, кромочная, так, кромочная, лицевая, изнаночная, 5 петель. Я повешу маркер. Вот эти 5 петель, они будут у меня вязаться все время, а после маркера вот эти 3 петли, лицевая, изнаночная, лицевая, я буду из них делать одну петлю. Значит, 2 у меня сократится. А в конце ряда у меня здесь кончается изнаночная. Если вы помните, мы об этом говорили, что здесь у меня изнаночная кончается, начинается лицевой, что когда мы будем сшивать наш рукав, у нас не пропадет рисунок. И с этой стороны, поэтому я отмечу после 4 петель: кромочная, изнаночная, лицевая, изнаночная, 4 петли, и тоже вешаю маркер. И следующие 3 петли, лицевая, изнаночная, лицевая, я буду из них делать, из 3 буду делать одну, и тоже у меня сократится 2 петли. И вот сейчас мы начнем, я покажу, как это делать сокращение. Сокращать мы будем, я буду 6 раз в начале каждого участка. Значит, вот после того, как я провязала определенное количество рядов здесь, я уже могу спицы, чтобы не перетягивать их каждый раз, она у меня уже поместится все петли на одной спице. Так, конечно, вязать попроще, да? Если у вас большое изделие, большой размер, вам надо подлиннее немножко рука связать, чтобы можно было перейти на одну спицу. Итак, начинаем. Значит, мы делаем сокращение. Вот это у нас начинается второй участок, первый ряд второго участка. Вот здесь у меня, да, я начинаю вязать. Опять я вяжу все по рисунку, переношу маркер, и теперь буду работать с этими 3 петельками. Значит, первую я переношу, вторые 2 я провязываю вместе, и потом вот эти 2 вместе провязанные перетягиваю через первую. Все.
Вот мы сократили 2 петли, у нас теперь 1 лицевая. И рисунок у нас продолжает присутствовать, да? Изнаночная, лицевая, изнаночная. Дальше мы вяжем до маркера, который в конце ряда у нас, чтобы там тоже сделать сокращение. Сейчас мы туда дойдем, я покажу, как там делать сокращение. В принципе, вы можете делать точно так же, да? Это не так будет видно, но я хочу делать, чтобы вот было, вот посмотрите, как, например, вот здесь вот конец, да? В одно сокращение идет у меня как бы петелька вправо, а здесь она идет влево. Ну, как бы вот, чтобы совпадала симметрия. Можно делать одинаково. Тут не так видно, но для тех, кто любит перфекционизм, лучше сделать правильно, да? Я вам покажу, как это делается. Ну, еще раз повторюсь, вы делаете, как вам нравится. Можете также одинаково делать и в конце, и в начале ряда. Так, сейчас мы подойдем к этому маркеру. Значит, вы сейчас не довязываете 3 петли до маркера. Ну вот, смотрите, я не навязала 3 петельки до маркера. И что мы делаем сейчас? Мы сейчас вот эти 2 петли меняем стеночки, первые, и провязываем их вместе. И одеваем эту петлю на левую спицу. И протягиваем вот эти 2 провязанные петля, 2 петли вместе, протягиваем через следующую. Вот так. И возвращаем. И у нас получается, видите, как бы с наклоном вправо. Если здесь у нас с наклоном влево, то здесь с наклоном вправо. Вот и вся премудрость. Все, мы закончили с вами ряд. Я его зачеркиваю. И теперь вяжу без изменений опять свои 12 рядов. И так я делаю еще 1, 2, 3, 4 раза. 5. Значит, 1, 2, 3, 4, 5, 6 раз мне надо сделать. Да? Сейчас 1 раз мы сделали, и еще 5. В начале 7-го участка я сделаю последнее сокращение и довяжу мой участок до конца. И вот, когда я это все провяжу по высоте, по длине моего рукава, я должна оказаться возле манжета. Давайте сейчас мы вот эту работу проделаем с вами и потом продолжим. Ну, вот второй рукав у меня готов. Я его сравнила с первым. У меня все получается. И теперь мы должны перейти к вязанию манжетки. Это резинкой 1 на 1. И манжету я буду вязать по кругу. И чтобы легче было перейти на вязание по кругу, значит, мы здесь опять разделим пополам наши петли. И будем вязать способом Magic Loop, да? Так, вот я беру ниточку. И мы начинаем. Значит, мы переходим. У нас наша кромочная и следующая петля. Мы ее вместе провяжем одной лицевой. Дальше у меня идет по рисунку изнаночная, лицевая, изнаночная. Маркеры уже можно убрать. И так мы с вами вяжем весь первый ряд до того места, когда мы сведем вязание по кругу. Сейчас я вам покажу, как это сделать, и потом вы провяжете манжетку самостоятельно. У меня это 4 сантиметра. Я вяжу резинкой 1 на 1. 5 и давайте вяжем лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная,
лицевая. Опять маркер мы убираем. Изнаночная, лицевая. И опять у нас в конце изнаночная с кромочной. Мы провязываем вместе изнаночной. И теперь мы переходим на вязание по кругу. Значит, вытаскиваем эту спицу и продолжаем уже по кругу, да, не поворотным вязанием, а по кругу. И дальше вяжем. У нас соединилась по кругу здесь вот лицевая с изнаночной, так мы 2 кромочные мы убрали, и мы продолжаем вязать нашу манжетку. Я не знаю, сколько у вас сантиметров, у меня это 4 сантиметра. Потом, провязав на нужную высоту манжет, вы закрываете опять петли тем же способом, как вы закрывали вот здесь вот по низу, да. Я не знаю, какой способ вы выбрали, значит, или такой, как я делала, или свой, но закроем петли. Значит, мы сейчас вяжем манжет на высоту нужную вам и закрываем петли. Так, я петли все на манжете закрыла, это изнанка у меня, и я не стала обрывать нитку, я этой же ниткой буду сшивать шов. И вот здесь вот по изнанке, вот по этой косичке, я вот просто вот так вот каждую захватывала и протащила ниточку, чтобы ее не обрывать. Видите, ее здесь не видно и лишних узелков нету. Теперь мы выворачиваем наше изделие на лицо. И теперь я вам постараюсь показать. Тут главное понять технологию, и тогда все будет хорошо и красиво будет шов. Вот смотрите, вот видно, мы вот кромочная, стараюсь поближе, кромочная, которую мы связали вместе с предыдущей петлей, когда мы начинали вязать манжет. Вот это у меня кромочная. Вот я сюда ввожу петлю. И следующая кромочная я ищу, вот она, следующая кромочная, и именно кромочная, да, вот видите, вот она у меня идет косичка, вот эта кромочная, именно кромочная, да, вот я подхватила перемычку между кромочными. Теперь переходим сюда, ищем здесь кромочная, вот она первая, да, вот не лицевую петлю, которая здесь, вот последняя лицевая петля, а именно кромочная. И здесь мы смотрим, мы входим тоже сверху в первую кромочную косичку. Видите, вот как я вывожу. А во вторую косичку мы выходим. Вот она. И теперь можно подтянуть. Теперь переходим опять сюда. Вот петля, куда мы выходили. Вот мы сейчас в нее второй раз должны войти. В каждую петлю мы входим и выходим. На этой стороне. Вот я вошла опять в эту петлю. Ищу следующую косичку. Вот видите? Вот следующая косичка. Вот именно косичка. И выхожу из нее наружу. И подтягиваю. Теперь на той стороне. Вот видно, где мы заходили. Вот мы туда же опять заходим сверху вниз, а в следующую, вот она, следующую ее видно, мы выходим снизу наружу как бы и подтягиваем. Возвращаемся сюда. Вот где мы заходили. Вот видно. Я сюда же ввожу. И ищу следующую. Вот она. Вот следующая косичка. И выхожу. И подтягиваю. Теперь возвращаемся сюда. Вот здесь мы заходили. Вот видно. Я сюда же вхожу. И следующая. Вот она. Следующая. Вот она. Я здесь буду выходить. Все, дальше. Здесь вот видно, где мы заходили. Вот она. Ищу следующую. Вот она. Видно, да? Именно кромочная петля. И теперь можно подтянуть.
Теперь дальше. Вот мы здесь заходили сюда и в следующую. Вот она. Вот она. Именно кромочная, да, видите, именно кромочная. Не подхватывайте лицевую петлю, которая последняя у нас была. И подтягиваем. Теперь опять здесь ищем. Вот наша кромочная, куда мы уже заходили раз. Так. Вниз, а сверху мы выходим из второй кромочной, следующей уже. И так вот шаг за шагом мы сшиваем вот этот наш шов. Если вы все аккуратненько сделаете, у вас получится вот точно так же, как вот у меня здесь. Вот он, вот этот шов, он проложен вот здесь. Его, посмотрите, его абсолютно не видно, да? И так вы закончите сшивание нашего рукава. И здесь ниточку закрепите и спрячете. И на этом наш рукав будет закончен. Дальше мы должны будем с вами сделать карманы. Кто хочет, да? Кто хочет делать карманы, так же как на взрослом изделии у меня. Сейчас я вам напомню немножко. Так, вот у меня взрослое изделие. Вот такой карман, да? Значит, если вы хотите сделать карман, мы сейчас, то есть не мы, вы его сделаете по мастер-классу. У меня специально, я отдельно сняла, как вязать такой карман. Единственное, что я вам дам размеры для маленького. Вот этот карманчик, это размеры для большого, да, вот это карман, плюс еще потом будет резиночка здесь. Это для большого. В мастер-классе там есть его размер. Я оставлю ссылочку. Для маленького карманчика я вот тоже сделала выкройку. То есть для маленького худи я тоже сделала выкройку. У меня будет вот такой карман. И здесь еще добавится резиночка. И размер этого кармана, значит, сверху 10 сантиметров. По высоте 13 сантиметров. По ширине тоже 13 сантиметров. И вот здесь, где начнется вход в карман, у меня высота 3 сантиметра. Единственное, что на маленьком карманчике, да, я не буду делать вот этот скос. Я здесь довяжу по прямой просто. Этот уже не принципиально, да. На взрослом там, может, это видно, а на детском я вот здесь просто сделаю по прямой. И вот, значит, сейчас я буду тоже вязать карманы. Я свяжу оба кармана. И вы, кто хочет, тоже после того, как вы закончите рукав, вяжем карманы. Ссылку на мастер-класс, как я вязала карманы, я оставлю в описании. Вот смотрите, я связала карманы. Вот все, что у меня получилось, это на маленьком худи, да, для ребенка 3 лет. Значит, после того, как вы свяжете карманчики, надо вязать капюшон. Капюшон я тоже уже связала. Он вяжется точно так же, как взрослый капюшон. Единственное, что вы вяжете по своим размерам, да. Значит, у меня размеры получились вот такие на этот капюшон. Значит, и высоту я связала всего 5 сантиметров. Это условно вот как бы высота шеи, да, потому что капюшон вот здесь вот под шейкой будет у вас. Потом, значит, у меня от этого места вся высота у меня капюшон, ну, до того, как начну собирать, 14 сантиметров. Последние 3 сантиметра я сокращала вот здесь вот. В каждом ряду, по-моему, 3 раза, да, то есть вот посмотрите, вот мои сокращения. 1, 2, 3 раза я сократила, чтобы получился полукруг. Здесь вот сзади я отложила, у меня здесь 9 сантиметров, и я тоже вот каждый раз, в каждом 4-м ряду добавляла петли, пока у меня не получилось моей нужной мне ширины. Ширина вот здесь вот до планки у меня 17 сантиметров. Это уже вместе с задней частью, да, ну вы вяжете вместе с задней частью, вот 17 сантиметров. И потом вы заканчиваете вот здесь вот эту часть, каждый раз по одной петле добавляете, и потом делаете обвязку и вставляете шнурочек. Это все подробно есть в мастер-классе по большому худи, поэтому я вам оставлю ссылочку, и вы это все сделаете. А сейчас мы вместе с вами будем сшивать молнию. Вот здесь вот немножко
не посложнее, но надо будет поработать, да. Значит, что я вам покажу. Я на большом уже молнию сшила. Вот смотрите, что у меня получилось. Вот это большое изделие мое. Вот здесь я молнию уже вшила. Значит, если вы ее откроете, значит, здесь у меня с другой стороны, вот видите, все закрыто. Здесь я еще не запрятала кончик, да. Но в принципе вот с обратной стороны у меня молния тоже вся закрыта. И получилось довольно аккуратно. Вот большое изделие у меня уже готово. Сейчас вместе мы с вами, я покажу, как вшивать молнию. И второе изделие мое тоже будет готово. Значит, перед тем, как вшивать молнию, желательно постирать, чтобы полностью все уселось, прилеглось. И тогда точно будет известно, какой размер нужен молнии. И еще, да, после того, как вы постираете, вот вы берете, мы оставляли здесь, у нас было по 5 петель, да, если помните. Ну, если будете вязать капюшон, там по мастер-классу посмотрите, вот здесь мы оставляли в начале у меня 5 петель. И вот потом эти петельки, они у меня были на маркеры собраны, мы их опять перебираем на спицы. Я беру простые спицы чулочные, одеваю и вяжу полосочку длиной, вот чтобы можно было сзади, вот эта молния у нас сзади, чтобы она была закрыта, да, мы потом ее пришьем. Также надо сделать и с другой стороны, тоже провязать вот эту полосочку. После так она вяжется лицевыми петельками, да, видите. После того, как вы ее свяжете, вы ее отпарьте. Вот я просто провязала, потом положила на гладильную доску и вот с изнаночки утюгом побрызгав водичкой, я просто прогладила всю эту полосочку, потому что она, если вяжете лицевыми, она будет закручиваться внутрь, и нам это не надо. Значит, просто отпарьте ее, да. Теперь дальше. Пришивала я молнию обыкновенной ниточкой, да. Вот я нашла, вот у меня чуть-чуть еще нитка осталась, вот она такая ниточка, она не должна быть светлее, чем ваш основной цвет, и очень темный, да, но чтобы вот ее не было видно. Вот если я сейчас начну здесь вот пришивать, вот ее, этой нитки абсолютно будет не видно. Поэтому я буду пришивать обыкновенной ниточкой. Теперь мы берем нашу молнию. Значит, у меня для маленького тоже вот есть молния такая, она вот она разъемная с двух сторон. Да, вот такой замочек, и она разъемная с двух сторон. Поэтому я сейчас буду пришивать, начинать пришивать снизу, потому что это у меня молния длинная, чтобы не знать, где ее обрезать, не сделать ее более коротко, да. Я вот ее сначала сейчас начну пришивать, куда мне надо, до сколько мне надо, а потом вот отмечу, где здесь я ее обрежу, она у меня очень длинная, и вот постараюсь вот эту закрепочку поставить в том месте, где мне надо будет. Но это уже потом. Сначала мы начнем пришивать. И что мы для этого делаем? Значит, вам понадобится тоже вот такая иголочка. И вот я начинаю примерно здесь вот у меня снизу. Пусть даже молния чуть-чуть будет в глубине, да, чтобы она не торчала за край изделия. Вот так вот мы ее пока наметим. Вот здесь вот. А пришивать я начну вот со стороны кармана, потому что здесь вот такая более плотная, я потом дополнительно вернусь и здесь этот кусочек пришью. А начну пришивать я вот со стороны кармана. Значит, для этого что я сделаю? Я закреплю здесь где-нибудь ниточку, ее не будет видно потом, когда мы привяжем. Так, вот мы ее закрепили. И я начинаю. Значит, вшивать мы будем вот по этому шву. Вот после двойной кромочной у нас была изнаночная петля. И вот эту канавку мы будем пришивать молнию. Вот. И теперь, когда вы будете пришивать, вы изделие не растягивать, а наоборот его вот как бы вот чуть-чуть так припосадите, там первые 5-7 сантиметров, и
просто подкалите, да, и вот этим мы сейчас пришьем. Потом следующее опять так чуть-чуть припосадить, да, ни в коем случае не растягивать, чтобы у нас молния потом не было волнами. И мы начинаем. Вот я эту нитку свою ввожу в канавку, и мы начинаем шить. Значит, я смотрю, что у меня вот здесь вот сзади молнии, вот, скажем, вот у меня есть полосочка, вот я буду по ней все время пришивать, чтобы все время было ровненько, да. Значит, что мы делаем? Вот я ввожу первую стежок и выхожу. И смотрю, да, вот я попала вот на мою полосочку. Я буду все время это контролировать. Так, у меня нитка выскочила из иголочки. Так, дальше я возвращаюсь как бы на шаг назад, туда же, и на шаг потом вперед. Все время вот эти шов, назад иголка, да, и опять проверяю, чтобы у меня вот здесь было, видите, все, не попадаю, чтобы здесь у меня было ровненько по этой полосочке. Что-то такое, что я не могу попасть никак. Так, еще раз. Так. Вот так. Вот я. Вот сейчас точно попала. Да. Это пока мы начинаем. Дальше следующий стежок. Опять я возвращаюсь на шаг назад и потом на шаг вперед. И опять смотрю. Вот она, видите, у меня по этой полосочке. Опять на шаг назад и стежок вперед. Итак, мы должны с вами пришить нашу молнию на всю длину, вот по этой части, до того места, где мы хотим примерно ее закончить, да. Заканчивать тоже можно чуть-чуть пониже, пусть она немножко пониже, чтобы она не выскакивала наружу, да. И вот примерно где-то вот в этом месте вот мы закончим пришивать. Вот так, все по. И не забывайте, говорю, вот немножко 5 сантиметров, опять перепосадите и пришейте следующие 5 сантиметров, потом опять перепосадите еще 5 сантиметров. И вот так вот всю молнию на всю длину. Вот сейчас я эту тоже пришью эту часть и сделаю свою молнию нужной длины. Ну вот первую половину я пришила. Потом, значит, как я вам сказала, я вернулась в начало и дошила вот этот кусочек тоже. И здесь вот с этой стороны, вот там, где самый конец молнии, вот прямо несколькими стежками туда-туда, сюда-туда-сюда, чтобы вот эта часть хорошо держалась у вас, да, потому что будут постоянно как бы открываться с этой стороны. Вот здесь очень важно, чтобы хорошо держалась. Так, теперь дальше. Значит, я свою молнию, вот посмотрите, я ее уже обрезала. Значит, у меня не получилось поставить стопор, он у меня сломался. Но вот, значит, последний зубчик, там, где вот я обрезала, значит, последний зубчик я с одной стороны и с другой стороны так обшила ниточкой, чтобы вот здесь был как бы стопор, чтобы молния дальше не пошла у меня. Потом завернула на обратную сторону. И здесь тоже хорошо ее вот пришила. Уголочек завернула сюда, уголочек завернула сюда. И вот здесь вот хорошо пришила. И также сделала уже вторую половинку. Да? Вот у меня обе половинки уже готовы. Теперь что мы делаем дальше? Значит, мы разворачиваем наше изделие. И теперь мы будем работать вот с этой полосочкой, которую я пришила. То есть не пришила, а связала отдельно. Да? И значит, мы начнем здесь теперь по изнанке. Вот так. Значит, я сейчас закреплю здесь ниточку свою. Все. И начнем мы работать. Вот я беру эту полосочку.
Вот мы ее накладываем здесь поверх молнии с этой стороны. И вот в самом-самом уголочке, вот чтобы не очень видно было вот этой нашей, то, что мы закрывали молнию, мы вот здесь вот немножко как бы стянем. Что у меня все не запутываются. Так, ну вот здесь вот просто вот этот уголочек я вот так вот немножко затяну, и мне вот этих моих черных ниток, то, что я там делала стопор, их будет совсем не будет видно, да? Такая вот работа с этими тонкими ниточками и тонкими иголочками. Ну ладно, она того стоит. Все, вот мы здесь закрепили, вот посмотрите, у нас не видно будет. И теперь что мы делаем? Мы берем вот эту полосочку нашу, прикладываем к молнии и тоже не растягивая, а наоборот как бы немножко припосаживая, да, и начинаем пристрачивать. Я буду, вот первая у меня лицевая петля идет, и вот как бы в серединке я буду стежки делать и прокалывать мою ниточку не насквозь, а прихватывая просто вот эту вот молнию, просто ее прихватывать немножко, да, не насквозь, потому что это здесь как бы это просто закрывает у нас декоративная планка, ее можно просто как бы прикрепить, да, не надо ее насквозь. И вот так вот стежками я один потихонечку и вот так эту планочку я доведу до самого низа, да. Потом вот эти все ниточки, которые у нас здесь, можно будет спрятать. И на самом деле я думала, что вот эту планку придется прикреплять и во второй шов делать. Но когда вы все ее пришьете, она настолько хорошо ложится, что вот вторую часть даже прикреплять не надо. Но это на любителей. Если вам считается, что это очень некрасиво, вы можете вот потом такой же второй шов проложить где-нибудь вот здесь, вот еще прикрепить еще раз молнию. Но я вот на большом худе я этого не делала. Я просто проложила вот эту планочку вот так вот всю до конца. Мы сейчас это сделаем. Вы прошьете. Вот у меня эти планки, они получились, я их связала как бы очень длинные, ну, не рассчитала, но тем не менее лучше длинные, чем короткие, да. Вот здесь я потом, осталась у меня ниточка, я ее вытащу, я подраспущу планку на ту длину, которую мне надо. Опять возьму спицы и просто последний ряд закрою. И потом ее пришью вот вместе с этой частью. Значит, вот сейчас мы давайте доделаем вот эту вот работу. Пришьем с вами вместе планочку. Ну, вот первую часть молнии я закончила. Вот я пришила первую половинку и пришила с другой стороны планочку. Посмотрите, как все красиво получилось, да? Вот посмотрите. Вообще. И вот я сказала, что я второй раз ее не пришиваю, она просто лежит ровненько здесь, нормально. Здесь вот внизу я, конечно, пришила, вот конец планочки пришила к краю изделия, и вот на высоту резинки я немножко прихватила здесь вот к основному полотну. Вот, и видите, все красиво получается. Теперь, значит, нам надо сделать вторую часть молнии, и вторую половину будем начинать наоборот сверху вниз. Во-первых, так легче, и вы должны будете, вот смотрите, вы прикладываете сначала молнию, мы застегиваем. Так, мы застегнули молнию, застегиваем и начинаем пришивать сверху вниз. Но вы должны обязательно вот эти вещи, которые зрительно у нас, вот горловина должна совпадать, да, вы должны здесь вот перед тем, как начать вверх пришивать, вот здесь вот подколите. Да, подкололи и начинаете пришивать тогда вверх. Потом вы смотрите, карманы должны совпадать, да,
здесь подкалываете и так вот эту молнию присобираете, чтобы она ровненько вот так приложили. Можете здесь посерединке еще одну такую иголочку, чтобы все было ровненько. И внизу карманы тоже, чтобы вот нижняя часть, здесь где карманы тоже, чтобы все было ровненько, да, и ровненько пришиваете вторую половинку. После того, как пришьете молнию, будете пришивать вот эту планочку тоже. Вот здесь у меня связана планочка, тоже ее будете пришивать. Но в этом случае тоже пришивайте ее сверху вниз, не снизу вверх, как вот если зеркально брать, а тоже сверху вниз аккуратненько прикладывайте к молнии. И когда вот это все вы сделаете, и я это сделаю, значит, мой второе изделие, второй худи, как хотите сказать, будет у меня тоже готов. Значит, большой у меня уже готов, и маленький тоже готов. Вот на этом все. Моя большая работа закончена, да, вот посмотрите, как они смотрятся. Вот большое изделие, конечно, оно очень намного больше, да, и вот маленькое худи тоже, оно, конечно, поменьше, но я надеюсь, да, вот они оба у меня готовы, что и мой сын, и мой внук будут с радостью носить вот эти изделия. А на сегодня все. Пока-пока. До новых встреч. С вами была Светлана.